Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, и сегодня мы будем делать ажурное, эластичное, красивое кружево для творчества своими руками с помощью вот таких ковриков для айсинга, которые я совсем недавно заказывала и показывала в обзоре своих покупок. Итак, приступим. Одновременно делаем две смеси. В пластиковой тарелочке я выдавливаю акриловый герметик. Подойдет любой. Мой закончился, с которым я работала, я конфисковала у мужа, который был в наличии. Итак, выдавливаем герметик. В одну из тарелочек нужно добавить совсем чуть-чуть, буквально сантиметр, вот как вот он выдавливается, силиконового герметика, иначе будет слишком резиновое кружево. Я выдавила слишком много, лишнее потом убрала, просто с пистолетом не всегда получается рассчитать. После этого добавляем шпаклевку, любую готовую шпаклевку, которая у вас есть или вы найдете в продаже. Она продается в банках. Шпаклевки кладем только, самое главное правило, не больше, чем герметика. Ее можно положить чуть меньше, либо максимум столько же. Все хорошо замешиваем, и у нас получается две смеси. Одна смесь — это герметик силиконовый, герметик акриловый плюс шпаклевка. Вторая смесь — герметик акриловый и шпаклевка. Вот таких два рецепта. Вымешиваем хорошенько, и смесь готова. Итак, первой наносим смесь из 3 компонентов с силиконовым герметиком. Наношу я вот таким мастихином, можно пластиковой карточкой, можно любыми шпателями, кому как удобно. Главное, следите, чтобы не оставалось пустот. Как бы вдавливаем массу в коврик и все аккуратненько разравниваем. А теперь мастихином или шпателем соскребаем лишнюю массу. Мы должны убрать все излишки. Масса должна остаться только в углублениях коврика. Тогда кружево будет красивым и прозрачным в нужных местах. Теперь приступаем ко второй смеси из герметика и шпаклевки и наносим ее аналогичным образом. Я покажу сегодня 3 рецепта для изготовления кружева, но на самом деле их гораздо больше. Это кружево также можно делать из монтажного клея акрилового, он тоже продается в банках. Он такой белый, пастообразный, у меня просто сейчас его нет, раньше были остатки, я пробовала, получается также кружево. Можно делать из любых текстурных паст, которые продаются в художественных магазинах. Также пробовала делать момент-монтаж, момент-столяр, то есть вариантов масса, пробуйте, экспериментируйте. А я приступаю к третьему виду моего кружева, и это самый простой элементарный вариант. Сейчас я на коврик накладываю простой клей ПВА, самый обычный, который вот у меня есть в наличии, это строительный клей ПВА. Но единственное, вот он у меня достаточно густой, хороший по качеству. До этого я покупала, он у меня закончился, был более жидкий. А этот, конечно, густой. Вот для этого кружева густой клей ПВА идеально подходит. И получается по текстуре оно после высыхания чем-то напоминает тонкое кружево из ткани. Оно фактически невесомое, очень тоненькое, и оно не слипается, сворачивается, скручивается точно так же, как ткань. Просто супер эластичная. Мне очень нравится. Я дала кружеву просохнуть 4 часа, можно оставить на ночь, кому как угодно, и начинаем его снимать аккуратненько, чтобы не порвать, хотя оно достаточно эластичное. Но в принципе оно все равно нежное, и порвать можно, так как в углублениях иногда застревают вот эти частички. Кружево поправляем и вытаскиваем. Вот это вы видите образец кружева из 2 видов герметика и шпаклевки. Посмотрите, какое оно эластичное. Его можно просто закрутить в маленькую, в мелкую трубочку, то есть все что угодно, оно сворачивается, скручивается. Если нужно наклеить на какую-то бутылку или банку, его легко подрастянуть слегка, если необходимо. Вот как бы вы сами все видите. Это кружево из смеси шпаклевки и акрилового герметика. Мне оно тоже очень нравится по качеству. Первый вариант отличается лишь тем, что он более эластичный и тягучий, его можно подрастянуть сильнее. Но это кружево тоже очень эластичное, сворачивается, скручивается как угодно. Замечательный вариант, мне он тоже очень нравится.
Иногда задают вопрос, что будет с этим кружевом через несколько месяцев или через полгода. Вы знаете, я не делаю заготовок на такой долгий срок. Мне вот того, что я сегодня сделала, пока вполне достаточно. Когда использую, сделаю снова. Но со временем, конечно же, это кружево немного черствеет и становится уже не таким эластичным и не таким мягким. Вот и все. Отличие только в этом. И храню, кстати, я свое кружево в файлике. И вот, как вы видите, я снимаю третий вариант кружева из клея ПВА. И даже на камере видно, что оно гораздо тоньше первых двух вариантов. Оно буквально невесомое. Если то кружево его берешь в руки и чувствуешь вес, то это берешь в руки и фактически его не чувствуешь. Оно легкое, тоненькое, буквально действительно похоже на ткань. Ну, выбирать вам, посмотрите, сделайте, попробуйте различные варианты и выберите, что вам больше подойдет. Вот такое кружево для творчества у меня получилось. Если вам понравился мастер-класс, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Пока-пока.